Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Так, вот, пожалуйста, Xiaomi Note 9 Pro. Смотрим, значит, что у меня на нем здесь есть. А на нем у меня есть Samsung Health монитор на русском языке, как вы видите, с измеренным давлением. Вот часики Active 2 подключенные к нему. И на нем также, как вы видите, имеется, завел я прям и работает э, давление измерения, ЭКГ, короче, у меня, что с этим не работает телефон, что на Samsung тоже, не знаю, с чем это связано, возможно, с самими часами, потому что у многих это все дело работает прекрасненько с Samsung в связке. Ну, я думаю, что если у вас все с часами нормально, то должно работать, в принципе, и с Xiaomi смартфоном. Также данная инструкция, как это все сделать, подойдет для того, чтобы, допустим, Samsung Health монитор на русском языке установить на любые часики, в принципе. Как вы видите, вот у меня здесь установлен на русском переведенный Samsung Health монитор, и здесь он у меня работает прекрасно. У меня тут все есть, как бы снимает показания на Active 3, на Watch 3, и давление, и ЭКГ. Вот это переведенная версия. Все ссылочки будут, дорогие друзья, в закрепленном комментарии под этим видео. Ну и, так скажем, поподробнее сейчас начнем. Чтобы установить версию эту русскую сюда, вообще проблем нету. Там ссылочка будет на русскую версию, вы просто скачиваете в описании, вернее, в закрепленном комментарии, либо в Telegram канале Galaxy Watch, в закрепленном сообщении вверху, да, скачиваете просто и устанавливаете. Берете и устанавливаете это приложение, оно у вас будет стоять как бы нормальненько. А вот дальше надо будет устанавливать, уже работать с компьютером, устанавливать студию Tizen, студию, и уже делать, подписывать приложение. И только после этого вы сможете установить его на часики с помощью ПК, потому что с помощью приложения, которое можно установить через смартфон на часы, это на Samsung, кстати, прекрасненько работает, не получается, не устанавливается оно с Xiaomi на часы. С Samsung на часы устанавливается, с Xiaomi нет. Поэтому здесь только надо делать подпись и устанавливать с помощью ПК данное приложение. Ну вот теперь об этом, обо всем поподробнее. Будет вообще 3 э, видео с разными названиями, но они практически будут идентичны. Это вот это первое, установка на Xiaomi, да. Второе будет видео, посвящено тому, как делать подпись приложения для того, чтобы установить его на часики. И третье, это по изменению региона часов Active 2 с Tizen 5.5. Вот именно таких 3 видоса. И это первое. Поехали! Данная инструкция помогла мне наконец-то установить Samsung Health монитор для измерения давления и ЭКГ в связке с часами Xiaomi. Другими способами я это сделать не смог, а вот такими вот смог. И поэтому мы с вами сейчас начнем сначала с установки Tizen Studio и пакета Java, для того, чтобы все у нас с вами работало. Итак, поехали. Я оба этих файла дам вам прямую ссылочку с Google диска, и вы их скачаете. Все, устанавливаем с вами первый файл. И потом все по очереди. Почему у меня не устанавливается? Потому что он уже установлен. Вы его установите, и все. Теперь Tizen Studio. Идет установочка.
Так, нажимаем. Почему у меня вот такой формат? Я просто делаю на макбуке. Второй операционкой у меня стоит винда. И он почему-то уменьшает, ну, окошечки все. Поэтому ставим вот сюда, нажимаем. Здесь также все и оставляем, ничего не меняем. И устанавливаем. Нажимаем финиш. Маленечко ожидаем полной установки. Потом уже можно установочные файлы удалить. Так, здесь нам ничего не надо выбирать. Так вот, к сожалению, видите, не увеличивается ничего. Такой вот маленький. Здесь ничего мы не выбираем с вами. Идем сюда и идем практически в самый низ. Нам нужно вот выбрать вот это и установить. Нажимаем Install. Все, пошла установочка. Ждем полной установки. Устанавливается быстро. Ну, я еще устанавливал вот этот вот менеджер. Нужен он, не нужен, точно не скажу. Но я его установил. На всякий случай. Так, все, оба пакета у нас установились. Теперь мы закрываем окно. Он нам предлагает запуск студии. Мы соглашаемся и нажимаем ОК. Все, студия наша устанавливается. Так, здесь все то же самое. Все, разреши доступ. Естественно, это все надо. Так, здесь у нас с этим все. Теперь нам нужно с вами брать часики и дальше с часиками проводить некие манипуляции. Так, значит, дорогие друзья, переходим сейчас к часикам, подготавливаем наши с вами часики. Во-первых, нам надо пройти с вами в настроечки. В настроечках идем в самый низ, о часах. Здесь вы должны, вот, функция отладка отключена. Нам ее надо включить. Все, вы ее включили. Дальше отсюда выходим. Идем наверх и подключение. Wi-Fi. Автоматически нам надо поставить включено всегда. И желательно вообще отключить как бы на данном этапе часики от телефона. Для лучшей, как говорится, как говорят, соединения. Поэтому лучше отключим. Все. Я отключил свой телефончик. Вот часов теперь подключено, как вы видите. И здесь у меня должна быть та же сеть на компьютере, как вы видите, да?
Также здесь. Все, вот у меня. И еще что нам с вами надо будет, это потом уже впоследствии запомнить вот этот IP. Адрес данной сети Wi-Fi или данного часов. Все. А здесь, значит, что нам? У вас здесь будет no target написано. У меня просто, видите, уже было подключение. У вас здесь будет написано no target. Его открываете и вот это вот окошечко второе, хлоп, запустили. Дальше сканирование. Нажали сканирование, ожидаем, пока наши часы появятся. Все, как вы видите, они появились. Вот они. Теперь что мы с вами делаем? Включаем вот здесь он соединение с часами, и нам нужно будет дать разрешение на это соединение. Ну, так как у меня, видите, уже они были соединены, поэтому разрешение не просится. У вас оно появится. Здесь надо будет нажать галочку. Все, вот галочку нажмете, и уже можете выходить. И, как видите, часики подцеплены. Все, именно ваша модель. И айпишник, вот он, пожалуйста, прописан. Все, теперь что мы с вами делаем? Теперь мы с вами идем в Tools. Нажимаем Tools, сертификат менеджер. Сейчас прогрузится. Ожидаем. Так, у вас здесь будет ничего не будет. У меня просто, как вы видите, уже были сделаны сертификаты, поэтому мне их надо просто удалить. Раз, один удаляю и второй. Я пробовал уже, конечно, сам делать. Теперь что я, значит, делаю? Нажимаю на плюсик, выбираю Samsung. Здесь оставляю, иду далее. Здесь пишу профиль. Название любое. Ну, я напишу, так как у меня двое часов, чтобы не путаться. Напишу актив 2. Нажимаю далее. Здесь опять далее. Тут нам с вами нужно прописать опять-таки название. В принципе, любое. Я напишу название своего канала, потом обязательно паспорт, который вам нужно будет запомнить, иначе ничего не выйдет. Паспорт, пароль должен содержать английские буквы, обязательно маленькие, хотя бы одну большую и цифру. Тогда у вас вот все будет это нормально. Запомнили, нажали далее. Окей. Теперь надо будет войти в аккаунт Samsung. Все, входим в аккаунт свой Samsung. Если у вас нету, тогда вам надо будет его создать. Все, вошли. Это создается бакуп, да, нашего с вами. Можно как бы его сохранить. Вот я на рабочий стол, допустим, нажимаю ОК. Все, теперь нажимаю сюда и далее. Все, ничего больше не надо. Тут все оставляю вот как есть, с этим же и паролем. Если у вас не будет вот здесь галочки, обязательно ее поставьте. Вот в этом месте галочку и нажимаем Next. Все, финиш. Окей. Как вы видите, мой сертификат готов. Все, это что касаемо сертификата. Теперь, что нам нужно дальше делать? Дальше будет еще также ссылочка. Вот, наверное, ссылочкой. В ссылочке будет вот этот вот архив. Он у меня уже здесь есть.
Вам его надо будет распаковать. Все, распаковали вы его. Идете теперь в поиск. Здесь пишите, как вы назвали свою папочку. Все, вот она. Пожалуйста, вот он ваш прописной сертификат. Вам его нужно закинуть вот в эту папку. Весь. Давайте, чтобы у меня он просто уже есть. Ну, мы это все дело переделаем. Все берем и перекидываем его сюда. Заменить все файлы. Все. Вы также это сделаете. Готово. Здесь мы все с вами сделали. Теперь, как делать подпись? Так, значит, ну, Samsung Hilt монитор на русском языке. Будем сейчас с вами устанавливать с часами Active 2 в связке со смартфоном Xiaomi. Так, значит, заходим. Вот он наш файлик. Теперь нам нужно Sigma вот этот вот. Так, это мы уже, я прописал, удаляем отсюда. Закидываем сюда файл. Вот этот вот. И вот. Все. Запускаем файл. Вводим пароль. Который у нас с вами есть. Нажали Enter. Ожидаем, когда у нас подпишется сертификатом это приложение. Готово. Опс. Теперь мы, значит, с вами что берем? Сразу вам хочу показать. У меня этого приложения, как видите, нет. Нет его. Все. Теперь мы что с вами делаем? Вот здесь уже появилось у нас подписанное приложение. Мы его с вами вырезаем и идем уже в папку для установки на часы. Все. Вот компас я устанавливал, в другом видео показывал, да? А сейчас вот это. Дальше. Что мы, значит, с вами делаем? Запускаем командную строку и начинаем потихонечку прописывать файлики. Прописывать команды. Раз. Копируем. Хоп. Есть. Следующий файл копируем. Есть. Теперь мы копируем файл. Наши часы в одной сети находятся. И мы вставляем сюда IP-шник часов наших. Нажимаем ОК. Если вы это делаете в первый раз, у вас появится здесь галочка. Нужно будет дать разрешение. Нажмете, и экран должен быть обязательно включенный. Все. Дали разрешение, когда, возможно, придется переподключить часы. Все заново повторить. Ну, а может быть и нет. Все, инстайл. Делаем отступ 1. И теперь само приложение. Вот оно приложение. Мы копируем его название. Переименовываем, пожалуйста. Хоп. Копируем и вносим сюда. Теперь нажимаем Enter. Все. Пошла установочка. Вроде как готово. Смотрим. Раз. И, как видите, вот, пожалуйста, Samsung Hilt монитор. Даем ему разрешение. И полюбуйтесь на русском языке, ребятушки. Вот она есть информация здесь. Далее настройка. Настройка давления. И ЭКГ. Вот так вот. Все крутенько работает. Ну, дорогие друзья, ставьте, настраивайте дальше и, как говорится, работайте. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch.
Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. Всего доброго, до свидания и до новых встреч!